Здравствуйте! Вы на канале «Откровенно о науке». В апреле 2019 года в новостях и научно-популярных изданиях объявили о первой в истории фотографии черной дыры, сделанной международной коллаборацией Event Horizon Telescope. Эта новость произвела фурор и моментально облетела весь мир, став символом триумфа современной астрономии. Шах и мат всем тем, кто не верил в черные дыры. Нам действительно показали изображение, которое торжественно назвали первой фотографией черной дыры. И почти весь мир мгновенно, без сомнений, без вопросов, радостно это проглотил. Газеты, научпоп, лекции, университеты, телевидение – все синхронно повторяли одну и ту же фразу, как заклинание. Первая фотография черной дыры. Но давайте на секунду выключим восторг и включим логику. Начнем с вопроса, который почему-то почти никто не задал. Почему на этой фотографии одного из самых ярких объектов во Вселенной мы видим темное пятно? Несложный вопрос, не философский, не провокационный, обычный, физический. В центре галактики М87 действительно находится компактный сверхмассивный объект. Это факт, никто с этим не спорит. Вокруг него горячий газ, раскаленная плазма, релятивистские скорости, сильнейшие магнитные поля, интенсивное электромагнитное излучение практически во всех диапазонах. Это не черная точка, это одна из самых ярких областей, которые вообще доступны наблюдениям. Это не холодный камень в космосе, это энергетический фонтан. И на фоне всего этого нам показывают черное пятно. Центральное затемнение, аккуратное, почти эстетичное. Однако спустя некоторое время участники проекта и многие астрофизики уточнили, что на самом деле речь идет не о фотографии черной дыры, а лишь о фотографии ее тени. И нам говорят, это фотография тени черной дыры. Хорошо, давайте разберемся спокойно и строго. Что такое тень в физике? Тень – это не метафора, это конкретное физическое явление. Для существования тени обязательно нужны три вещи. Внешний источник света, непрозрачный объект, место, куда эта тень падает. Если нет такого места, нет тени. Если нет внешней подсветки, нет тени. Если объект сам светится, он не дает тени. Теперь внимание. Где во Вселенной находится место, куда якобы падает тень черной дыры? Ответ. Его не существует. Где внешний источник света, который освещает черную дыру сзади? Его тоже нет. Наоборот, сам объект излучает. Он не подсвечивается, он светит. Поэтому говорить о тени самосветящегося объекта – это все равно, что говорить о тени от Солнца. Можно произнести эти слова, можно даже сказать их очень уверенно, но физического смысла в них не появится. Именно здесь должна была бы возникнуть пауза, но паузы не произошло. Нам сразу возражают, это не обычная тень. Это гравитационная тень. Фотоны искривляются сильным гравитационным полем. Отлично. Тогда задаем следующий логический вопрос. А где здесь наблюдение и где интерпретация? Потому что искривление траектории фотонов – это не то, что можно увидеть глазами. Это невозможно сфотографировать. Это теоретический вывод, следующий из общей теории относительности. Иными словами, это не то, что телескоп действительно увидел, а то, как ученые объяснили полученные данные, исходя из заранее принятой теории. И вот здесь происходит ключевая подмена, на которой все и держится. Нам показывают нарисованную картинку, которая выглядит как фотография, и называют ее фотографией. Это не фотография. И вот здесь мы подходим к самому важному вопросу, который задали в начале. Почему в центре изображения именно темное пятно? Потому что модель черной дыры
предсказывает именно это. Не потому, что телескоп увидел тьму, не потому, что прибор зарегистрировал отсутствие фотонов, а потому, что это реконструкция, выполненная в рамках общей теории относительности. Это не фотография реального объекта. Это следствие теории. И это принципиально. Помните критерий фальсифицируемой теории? Научный эксперимент должен ставиться так, чтобы он мог опровергнуть теорию, если она неверна. Но здесь реконструкция изначально встроена в теоретические ожидания. Вы понимаете, о чем речь? Поэтому результат был предсказуем. Нам показали не открытие, не реальную фотографию объекта, а его виртуальное изображение, построенное в рамках модели черной дыры. Именно поэтому изображение выглядит странно красиво. Так хорошо ложится на ожидание, поэтому центр темный. И именно поэтому публике не показали сырые данные, потому что сырые данные – это не кольцо, это не образ, это несколько размытых пикселей. А человеку трудно восторгаться пикселями. Человеку нужен образ, смысл, история. И этот смысл был дорисован. Подведем итоги. Самосветящийся объект не имеет собственной тени. Тень возможна только при внешней подсветке, яркость которой должна быть ярче светящегося объекта. Следовательно, сфотографировать тень яркого объекта невозможно, как невозможно сфотографировать тень Солнца. В центре галактики М87 находится очень яркий, компактный и сверхмассивный объект, у которого нет никакой тени. Поэтому речь изначально шла не о тени черной дыры, а о том, какую тень создавал бы компактный объект, если бы он не излучал сам. За ним существовал бы внешний фон излучения, а объект захватывал бы и отклонял проходящие фотоны, создавая теневую область за собой. Геометрическое сечение такой затененной области можно вычислить теоретически на основе выбранной модели, безо всяких наблюдений. Но это было бы чистой теорией и никого бы не впечатлило. В рамках проекта Event Horizon Telescope были использованы крайне ограниченные радиоинтерферометрические данные от яркого компактного источника в центре М87. Эти данные не содержат информации, достаточной для восстановления изображения. Тем не менее, они были встроены в заранее принятую теоретическую модель, форма которой полностью задается теорией. Полученная реконструкция представляет собой чисто теоретическую кривую, в которую несколько экспериментальных точек вставлены постфактум, исключительно для создания видимости эмпирической привязки. Эти точки выполняют декоративную функцию, позволяя выдать модельную визуализацию за реальную фотографию. И все это было преподнесено как выдающееся научное достижение. Но это еще не все. В следующем видео мы разберем, сколько информации реально содержалось в данных, почему речь идет максимум о 4 пикселях, и как реконструкция была выдана за фотографию. Потому что именно там начинается самое интересное. Вы были на канале «Откровенно науки». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и до встречи в новых видео.